Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И сегодня у нас на обзоре легендарный, культовый американский автомобиль. Этот автомобиль входит в топ-3 самых крутых и востребованных маслкаров во всем мире. Это Chevrolet Chevelle 70-го года в комплектации Super Sport. Chevrolet Chevelle 70-го года SS в модификации LS6. Это самый мощный двигатель на тот момент. В 70-м году ничего круче, чем эти 450 лошадиных сил, просто не существовало. Как видите, автомобиль уже максимально заряжен. Здесь стоят крутые тормозные механизмы Wilwood, 6 поршней спереди и сзади, большие колеса American Racing 19 диаметра и 20 диаметра сзади. Огромные колеса, машина на них выглядит как Hot Wheels, но, на мой взгляд, выглядит достаточно стильно, особенно если учесть то, что она в крутом, глубоком черном цвете. Автомобиль попал к нам на комплексные доработки. Нам предстоит заняться задним мостом. Здесь он установлен уже тюнячий, но почему-то, по непонятным причинам, он без блокировки дифференциала. Соответственно, задача, чтобы нормально наваливать на машине и буксовать двумя колесами, нужно ее туда поставить. Также в планах привести машину в порядок. Есть небольшая коррозия на задних крыльях. Мы это все исправим, перешьем потолок, установим музыку. Но об этом всем позже. Сейчас давайте начнем с обзора и прокатимся, посмотрим, что из себя представляет этот зверь. Ездовые характеристики этого Chevelle мне до боли знакомы, поскольку 3 года назад я собрал точно такой же на абсолютно похожих компонентах подвески. Жирные стабы Hotchkiss, регулируемые амортизаторы, винты QA1, полиуретановые сайлент-блоки в рычагах, такая же короткая рулевая машинка, редуктор, и она рулится почти так же. Здесь колеса побольше размером, диаметром, но ширина покрышек абсолютно такая же. Поэтому машина ведет себя максимально четко, прогнозируемо и рулится и едет именно туда, куда я ее направляю. В этом плане никаких нареканий абсолютно нет. Тормозная система здесь лучше, более производительная, и тормозит он просто максимально эффективно. Мы попытались немножко их погреть, они держат жар, не перегреваются.
весьма эффективны и работают отлично. Этому автомобилю с такой мощностью хватает тормозной системы за глаза. Салон здесь абсолютно стандартный, стандартное сиденье. Я уверен, что под обновленной обшивкой скрывается еще оригинальный поролон 70-го года, поскольку чувствуется, насколько он мягкий и, возможно, уже немного подуставший, подгнивший. Вот, в целом, только руль здесь, как я уже говорил до этого, не родной, но он очень удобный, он не большого размера, он чуть меньше, чем оригинал, поэтому потрясающая эргономика. То есть под рукой у меня здесь шифтер, да, в городском спокойном режиме он всегда в положении драйв, и трехступенчатая коробка просто беспроблемно, без рывков переключает все 3 передачи, и это дает нам возможность спокойно, вальяжно, беспроблемно перемещаться с кайфом по городу. А когда хочется резко ускориться со светофора, можно поставить первую, да, и потом в ручном режиме отщелкнуть вторую и далее третью. Поскольку, на мой взгляд, в режиме драйв коробка со второй передачи на третью переключается немножко рановато по оборотам, то есть на второй можно было бы докрутить больше. Ну, для этого есть ручной режим, и это можно сделать все самому. Ну что, мы доехали до наших друзей в Gunrace, и здесь мы проведем наш первоначальный тест на мощность. Машина на стоковом впускном коллекторе на карбюраторе. И нам предстоит выяснить, сколько же в ней сейчас лошадиных сил. Поэтому не будем тянуть время, помчали. Итак, что нам показывает замер? 348 лошадиных сил и 545 момента. Немного не те заявленные цифры, которые мы ожидали, но все равно тоже очень неплохо. У нас большой-большой момент. И по графику видно, что пик у нас на 3500 оборотов. Дальше потихоньку мощность падает. Это либо из-за неправильно настроенного карбюратора, или его просто на верхах не хватает. Куча причин, но главное, мы выяснили начальную базовую величину. И теперь мы мчим в гараж, чтобы поставить сюда систему электронного впрыска и вернуться для замера. А вы увидите это дальше. I said rock to the rhythm, you don't stop. Cause ghetto funk has got to be the show shot. I said rock to the rhythm, you don't stop. So who the squad that'll make the house drop? Ghetto funk with the rhythm, you don't stop. Cause the squad has got to be the show shot. I said rock to the rhythm, you don't stop. So who the squad that'll make the house drop? Ghetto. Звук выхлопа, конечно же, здесь тоже потрясающий. Но не бывает, вы мне, наверное, спросите, вот ты каждый обзор говоришь, что у тачки крутой звук, это симфония, песня. Но так и есть. У каждой машины индивидуальный звук, и он реально крут. Когда спокойно катишься, ну, он не напрягает. Весьма бесшумно работает двигатель, хотя здесь просто стоят 2 банки. Причем я так и не понял, это какой-то американский ноунейм. Но стоит нажать на газ, и просыпается звериный звук. Он реально своеобразный. Он именно звук Chevrolet Big Block 454 мотора. Ну, у 502 он примерно такой же. Потрясающий, насыщенный, такой прям басовитый, качественный звук. И всегда по нему можно узнать, что в машине стоит Big Block от Chevrolet.
автомобиль в цеху, и теперь мы можем заняться установкой электронного впрыска. Для тех, кто не видел прошлых серий, я сейчас вам покажу, что из себя представляет установочный комплект. Здесь у нас топливный насос, а здесь впускной коллектор с топливными рейками, форсунками и дросселем. Установочный комплект, проводка, все датчики, блок управления этой системой, а также электронный распределитель зажигания. Переходим к машине и начинаем установку. А предварительно нам нужно будет разобрать все лишнее, снять фильтрующий элемент, снять карбюратор, снять впускной коллектор, а также оригинальное зажигание. Это все делается достаточно быстро, поэтому не будем терять время и начнем уже. Итак, мы закончили установку электронного впрыска от Edelbrock ProFlow 4. Последний штрих, я ставлю крышку воздушного элемента. И сейчас попробуем в первый раз запустить двигатель. Мотор работает, все исправно, компьютер видит все параметры, сбоев никаких нет, но для более точной настройки нам нужно переместиться на Dyno стенд и подкорректировать некоторые значения более конкретно. И, естественно, сразу замерив мощность, которая у нас получилась. Теперь давайте перейдем к результатам. Что мы видим по графикам и по цифрам? Мы, естественно, начали с очень плохих показателей, когда сюда приехали. Мощность была чуть ли не на 50 лошадиных сил меньше, чем было на карбюраторе, но поэтапно, настраивая машину, спасибо, кстати, специалистам из ателье Brix, которые нам сегодня помогали настраивать,
Вот, мы подняли мощность до 377 лошадиных сил против 348, которые были на карбюраторе. У нас поднялась полка. Эта мощность достигнута на 6000 оборотов. Момент немножко потеряли на 10 ньютон-метров, но это не беда. Что мы получили по итогу? Мы получили по итогу, главное, стабильность. Стабильность в расходе топлива, он снизился. Стабильность в работе двигателя. Машина работает ровнее, чем она работала на карбюраторе. Мы получили возможность настройки для каких-то изменений, допустим, погодных или использования автомобиля. Это гоночный трек или городское использование. Это все можно сделать с лэптопа, который идет в комплекте, или же со своего мобильного телефона. Кстати, интересная особенность. Только с андроида. У Эдельброка почему-то нет приложения для айфона. Это остается загадкой для нас, но это так и есть. Только Android. Поэтому, наверное, они прикладывают в комплекте устройство на андроиде, чтобы не было вот таких вот нестыковок. Я считаю, что результат достигнут. Конечно же, мы хотели большего прироста мощности. Мы его не получили, что доказывает, в принципе, одну из теорий. Хорошо настроенный карбюратор работает и выдает мощность не меньше. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. С новой системой электронного впрыска реакция на газ очень четкая, прогнозируемая, и при этом можно дозировать необходимое количество прибавки к скорости. И абсолютно адекватный расход у нас теперь, друзья. То есть вот мы катаемся весь день на съемках и, наверное, потратили 1000 рублей, грубо говоря, 92-го бензина. Коробка приятная, TH400, трехступенчатая. Для города этого хватает вполне. Но на драгстрипе, конечно же, на третьей передаче на 180 км в час примерно обороты замирают где-то на 4500. И есть чуть-чуть уже типа ограничения. Дальше машина не поедет, да, и не нужно. Мы не будем на ней гонять постоянно по треку или по прямой. Третьей передачи до 120 вполне достаточно. При этом обороты там на 2,5, на 3000, и при этом расход совершенно смешной. Безусловно, есть плюсы от установки комплекта электронного впрыска. Они оказались не в мощности, а в каких-то мелочах, типа расход, который снизился, стабильность автомобиля и чуткость нажатия на педаль газа. Все это суммарно нам дает потрясающий результат. Машина максимально четко держится на дороге. Любой поворот закладывается очень бодро, а когда нужно, поскольку мы установили блокировку дифференциала, можно его пройти боком. Но машина чутко действует именно так, как ты хочешь. То есть хочешь чуть-чуть отпустить, да, занос, отпускаешь газ. Система впрыска дает нам плавно это сделать. Да? На карбюраторе там по сути много бензина, мало бензина. Да? Здесь же у нас более чуткая реакция на педаль газа. И получается более четко контролировать машину как в потоке, так и на трассе в заносе. Друзья, вы часто меня спрашиваете, сколько же стоят эти автомобили? Ну, поскольку за моей спиной легенда, Chevelle 70-го года, самый желанный автомобиль в мире, один из самых желанных, цены на него весьма высоки.
Нельзя сказать, сколько он будет стоить в России, сколько они стоят в России, поскольку нельзя сделать срезку, нельзя открыть сайт объявлений, посмотреть, о, самый дешевый там такая цена, самый дорогой такая, поскольку их у нас просто нет. Дай бог будет висеть один, и то недолго, поскольку его сразу купят. В Америке же мы можем сделать выборку, мы можем открыть сайты и посмотреть цены конкретно на каждую модель, разбив их по году. Их там действительно много пока еще. Например, Шевель 70-го года в Америке может стоить от 35 тысяч долларов до 150. И даже больше, когда мы говорим о машине, у которой уже современные компоненты, современный двигатель, подвеска или какой-то крутой тюнинг. Поскольку все это стоит денег, даже там машина растет в цене просто запредельно. Есть экземпляры, я видел, продавали на аукционах по 500 тысяч долларов. Это просто колоссальные суммы. Но по факту, покупая такой автомобиль, вы приобретаете прежде всего инвестицию. Каждый год я наблюдаю за самыми культовыми автомобилями на американском рынке. И я вижу, что каждый год они прибавляют по чуть-чуть в стоимости, по 5-10%. Ну, это ли не инвестиция? В банке иногда таких дивидендов можно не получить. Выяснив же цену в Америке, подобрав себе автомобиль по вкусу, по комплектации, по состоянию, мы берем, допустим, 40 тысяч долларов. Вот цена машины в Америке. К этому мы прибавляем цену таможни. Здесь у нас 7 евро за кубик, а вы знаете, это все V8. И самый слабенький мотор, который ставился, ну, наверное, будет 5,7. 5700 умножаем на 7 евро и получаем сумму таможенной ставки. Эту сумму мы прибавляем к машине, к ее стоимости. Также туда накидываем 1000 баксов за доставку, 1000 баксов за какие-то услуги в помощи оформления и так далее. И в итоге получаем достаточно внушительную сумму. Но ведь это мечта, друзья. А за мечту порой можно и заплатить кругленькую сумму. Ну и мы говорим про Шевель, а ведь можно взять что-то попроще. Импалу четырехдверную. Можно взять Камаро третьего поколения, Firebird Trans-Am конца 70-х. Все эти машины не менее крутые, но там и двигатели могут быть поменьше объемом, соответственно, что снизит таможенную стоимость. И сами автомобили на рынке в США будут стоить куда дешевле. Давайте я вам теперь проведу небольшую экскурсию в салон. Поговорим про интерьер Шевеля 70-го года. В интерьере автомобиля у нас все по стоку, кроме руля. Руль какой-то тюнинговый, целиком из куска алюминия выточен. Ну, на мой взгляд, немножко перебор, но главное, что владельцу автомобиля нравится. У нас здесь все, как и было с завода в 70-м году. Единственное исключение это то, что салон уже дорабатывался. То есть это не оригинальные чехлы, они менялись. Благо в Америке все это можно купить, да и в России, заказав из Америки. Мы же уже сделали потолок заново, передние стойки, задние стойки, новые козырьки. Это эко-кожа, очень красивая перфорация, на мой взгляд, подходит идеально, не бросается в глаза и выглядит как оригинал. Здесь у нас центральная консоль. Поскольку это SS и у них не было переключателя на руле, он всегда находился здесь. Консоль максимально круто выглядит, она стильная, небольшой подлокотник и в нем у нас бардачок. Еще один плюс здесь это то, что установлен кондиционер. И это не заводская версия, это Vintage Air. Эта компания выпускает системы кондиционирования на любые автомобили. Они подходят bolt-on, то есть родная печка на моторном щите демонтируется. Демонтируется внутренняя ее салонная часть, ставится блок Vintage Air, выводятся дополнительные воздуховоды, все подключается в родные места и даже управление печкой и кондиционером очень похоже на оригинал. То есть на первый взгляд даже не понять, что что-то здесь не родное. Все очень-очень круто. И оно работает. То есть не надо заправлять старым фреоном. Достаточно заправить все современным обычным автомобильным фреоном, и все будет работать очень исправно и будет справляться, чтобы охладить автомобиль в любой жаркий день.
Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш обзор на этот прекрасный Chevelle 70-го года. Кроме этого, мы провели ряд доработок, улучшив его характеристики, но я думаю, вы сами понимаете, что все эти доработки и даже такие, которые были сделаны до нас, например, установка колес большего радиуса, не делает его лучше. Chevelle 70-го года хорош даже в родной базовой модификации и внешнем виде. Ну и, естественно, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчики, лайки и писать комментарии, ведь мы развиваемся вместе с вами. До новых встреч на канале!